Как выглядят самые страшные создания Амазонки? Рыбы с человеческими зубами, живые динозавры и 30-метровые змеи. Представляете? Я покажу вам самых невероятных обитателей этих мест, которые пугают даже местных жителей. А в конце будет вообще дикая находка. Настоящий кит в джунглях. Безумие, правда? И начну с монстра, который напугает даже самых смелых. Представьте себе рыбу с зубами, похожими на человеческие. Знакомьтесь, это паку. Она напоминает пиранью, но вместо мелких острых зубов у нее квадратные и плоские, как у людей. Удивительно, но эти рыбы не хищники, хотя выглядят пугающе. Мясо они не едят вовсе. Неожиданно, правда? Паку, даже достигая длины в 1 метр, предпочитают вегетарианскую пищу. Они умеют раскалывать орехи и ловко добывать еду из разных укромных мест, зубы им в этом отлично помогают. Но означает ли это, что они не могут укусить? Бывали случаи, когда стаи паку нападали на людей и причиняли серьезные травмы. Даже в неволе происходили инциденты. В частном аквариуме Шотландии одна такая рыба чуть не откусила палец любопытному посетителю, который решил ее потревожить. Однако, если не подходить слишком близко, можно чувствовать себя в безопасности. Хотя я предпочел бы держаться подальше. А вы? Хотя и эта рыбка не самое страшное из этого видео. Вот представьте себе существо, похожее на акулу с длинной мордой, но с носом в форме пилы и острыми зубами. Выглядит опасно. Знакомьтесь, это пилорылый скат, самый крупный из акулоподобных скатов. Существует 5 видов этих созданий. Некоторые из них вырастают до 7,5 метров в длину и весят от 500 до почти 600 килограммов. У каждого пилорылого ската есть характерный пилообразный нос, на котором зубы расположены по-разному и в разном количестве, но все они одинаково острые. Интересно, что ученые различают виды именно по числу зубов на этом носу. Подобно тупорылым акулам, эти скаты предпочитают солоноватые воды в устьях рек, но иногда заходят и в пресные воды. Там их детеныши могут свободно подниматься вверх по реке. Бывает, что во время наводнений они остаются в пресных водах и живут там многие годы. Поскольку их нос составляет четверть длины тела, они используют его как оружие и средство защиты. Они очень чувствительны к электрическим полям и способны уловить даже малейшее сокращение мышц у проплывающей рядом добычи. Это позволяет им успешно охотиться в мутной воде или ночью. Кроме того, они применяют свой нос как дубинку, оглушая рыбу и прижимая жертву ко дну перед тем, как ее съесть. Эти донные обитатели живут в мелких прибрежных водах. Но, к сожалению, за последнее столетие их численность резко сократилась. Почему так произошло? Их выдающийся нос делает их уязвимыми. Они часто запутываются в рыболовных сетях и становятся добычей рыбаков. Сегодня пилорылые скаты находятся под угрозой исчезновения. Зато следующий монстр вполне может дать отпор человеку. Какая же амазонка без крокодилов, согласны? У меня они сразу ассоциируются с самыми страшными монстрами, которых можно встретить на берегах этой великой реки. Знакомьтесь, черные кайманы – крупнейшие хищники в этой экосистеме. Этих существ можно увидеть в любой части Амазонки. Они играют роль санитаров леса, уничтожая все, что неосмотрительно попадается им на пути. Да, людей тоже, ведь страха у них нет ни перед кем, просто огромная челюсть, которая подчиняется инстинктам. Неудивительно, что у них так мало естественных врагов. Кто захочет связываться с таким монстром? Самки черного каймана откладывают яйца в гнездах, которые сами же строят в сухой сезон. Мать охраняет своих детенышей, пока те не станут способны защитить себя. Даже маленькие крокодильчики весьма опасны. Если не съедят, то после укуса точно не отпустят. Очень советую держаться подальше от затопленных саванн Амазонки и пресных озер Южной Америки. Их берега буквально кишат черными кайманами. Но если к виду крокодилов мы уже привыкли и особо не удивляемся, то что вы скажете о следующем монстре? Смотрите, какие милашки. Гигантские выдры – это не только самый большой представитель своего вида в мире, но и одно из самых больших млекопитающих в Южной Америке. Обитает исключительно в реке Амазонки и окружающих ее водах. На первый взгляд она может не казаться особо угрожающей, но не обманывайтесь. Этот хищник – один из самых эффективных убийц в тропических лесах. Вы удивитесь, но гигантская выдра способна убивать и поедать анаконд и кайманов. Как же она это делает? Группы гигантских выдр работают сообща, нападая на каймана сзади и хватая его за шею, место, куда он не может дотянуться своими острыми зубами. Затем они изматывают его до тех пор, пока он не ослабеет из-за накопления молочной кислоты в мышцах. Когда кайман устает, выдры вытаскивают его на берег и поедают живьем.
Кто бы мог подумать, что выдры могут быть такими грозными хищниками? Ну и говоря про амазонку, кто сразу приходит на ум? Правильно, пираньи. Эти пресноводные рыбы славятся своими острыми зубами и хищным нравом. Интересно, что их предки плавали в реках еще 25 миллионов лет назад. Эти рыбы известны своими зубами, острыми как лезвие и мощной хваткой. Неудивительно, что название пиранья переводится как «речной людоед». У пираний один ряд взаимосвязанных зубов длиной около 4 мм. Их челюсти напоминают клинок, что помогает им расправляться с добычей. Они предпочитают мясную пищу и обладают зубной эмалью, схожей с акульей. Как и тупорылая акула, пираньи меняют зубы несколько раз за жизнь. Укус этой гигантской рыбы обладал силой в 484 килограмма. Это заставляет задуматься, чем же она питалась, раз ей требовалась такая мощь. Хотя большинство пираний питается насекомыми, ракообразными и растительностью, есть и исключения. Краснобрюхая пиранья может поедать даже своих сородичей, живых или мертвых. Интересно, что некоторые виды пираний едят зерна, а другие, обитающие в Амазонке, питаются исключительно растениями. Когда пираньи охотятся, они часто атакуют глаза и хвост жертвы, вероятно, чтобы обездвижить ее перед окончательным ударом. Несмотря на то, что для людей эти рыбы не представляют большой опасности, согласитесь, такая информация заставляет задуматься, прежде чем снова нырнуть в реку. И если, находясь в воде, вы услышите лязгающие звуки, будьте осторожны. Это пиранья посылает сигналы своим сородичам. Но есть еще более удивительное существо, которое можно встретить в глубинах Амазонки – электрический угорь. Хотя его название может сбить с толку, ведь по внешнему виду он больше напоминает черную рыбу-нож. Но часть про электричество абсолютно верна. Ударить может очень серьезно. И размеры впечатляют. Эти рыбы вырастают до 2 метров и весят до 20 килограммов. У них стильная расцветка с оранжевым или желтым брюшком. Но не позволяйте этой яркости обмануть вас, эти угри действительно смертельно опасны для человека. Разряд, который они способны выдать, достигает 600 вольт. Представляете, как много? Такой удар убивает мгновенно. Даже если просто потеряете сознание, есть риск утонуть. Местные жители очень боятся этих угрей, ведь уже было немало жертв. Рыба подплывает, стараясь изогнуть тело в дугу и поместить жертву между головой и хвостом, замыкая разряд. Даже минимальное электрическое воздействие парализует нервную систему, не оставляя шансов. На этот разряд реагируют другие угри, которые тоже начинают атаковать молниями, пока добыча не перестанет двигаться. У этих существ плохое зрение, поэтому они иногда выпускают разряды просто для предупреждения, создавая вокруг себя наэлектризованный ореол. Но если электрический угорь вас не впечатлил, то что вы скажете про смертоносную лягушку? И да, я не шучу. Иногда самые страшные и пугающие существа не отличаются внушительными размерами. Ярким примером служит ужасный листолаз – самая ядовитая амфибия в мире. Его яд настолько опасен, что местные жители использовали его для изготовления отравленных стрел. Представьте себе, охотники из колумбийских племен добывали птиц, обезьян и других животных с помощью яда этой крошечной лягушки. Удивительно. Но одна такая малышка, длиной не более 6 сантиметров, содержит достаточно токсина, чтобы убить 10 взрослых мужчин. Этот яд, известный как батрахотоксин, хранится в специальных железах под кожей и способен вызвать паралич и даже смерть. Интересно, что подобный токсин встречается во многих растениях и животных и содержит 2 мощных алкалоида, наносящих серьезный вред мозгу и мышцам. Думаете, спасение в том, чтобы держаться подальше от взрослых особей? Увы, даже молодые лягушки столь же опасны. Ученые выяснили, что самки передают яд своим головастикам, которые впитывают его и становятся ядовитыми. Помещая алкалоид в яйца, самки защищают свое потомство, ведь хищники опасаются поедать ядовитых головастиков. Но яд – не единственное оружие этих лягушек. Их яркая окраска служит предупреждением для потенциальных врагов. Более того, согласно исследованию 2001 года, самые яркие особи обычно наиболее ядовиты. Интересный факт. 40-45 миллионов лет назад предки современных листолазов, обитавшие в Южной Америке, были не ядовиты, не имели яркой окраски и были значительно крупнее. Исследования 2003 года показали, что жабы являются прямыми родственниками этих ядовитых лягушек. Яд появился в их генах около 30 миллионов лет назад, когда предки начали поедать ядовитых муравьев и накапливать токсин в своих телах. А вот эта рыбка не боится показать себя. Паяра считается одним из самых пугающих созданий Амазонки.
Представьте себе существо, напоминающее фантастическую смесь рыбы и саблезубого тигра. Удивительно, на что способна природа, не правда ли? Когда впервые видишь изображение паяры, можно подумать, что это фотошоп или художественный вымысел. Но это настоящий хищник. Паяра – символ агрессии и страха в амазонских водах. Она ненавидит все вокруг, если это не ее добыча, и из-за своего агрессивного характера у нее нет друзей. Внешний вид этой рыбы настолько устрашающий, что пугает не только потенциальных жертв, но и тех, кто мог бы стать ее врагом. Она занимает одну из высших позиций в пищевой цепи своего окружения. Размеры паяры тоже впечатляют. Она может достигать 1 метра в длину и весить от 15 до 18 килограммов. При этом за раз способна съесть половину собственного веса. Поэтому, если когда-нибудь решите отправиться в путешествие по Амазонке, будьте осторожны и держитесь подальше от паяры. Ведь даже встреча с пираньями может показаться предпочтительнее, чем столкновение с ее устрашающими клыками. Но хотите еще более пугающее создание? Взгляните на этого гиганта, которого называют арапаима. Встреча с такой рыбой – настоящее испытание для нервной системы. Она просто огромна, достигает 3 метров в длину и весит около 100 килограммов, а ведь некоторые особи вырастали и вдвое больше. Когда видишь такого монстра, невольно думаешь, что он, наверное, ест людей на завтрак. Но вот парадокс. Арапаима не людоед. Она предпочитает фрукты, семена и даже мелких птиц. Эта рыба широко раскрывает рот, создавая вакуум, и засасывает все, что попадется ей на пути. Своими зубами и костяным языком она измельчает пищу перед тем, как отправить ее в желудок. В неволе арапаиму кормят фруктами, креветками и кальмарами. Кажется, они едят практически все, кроме людей. Ну и куда без анаконды? Самый известный и монетизированный монстр Амазонки. Раньше я думал, что фильмы сильно преувеличивают ее опасность, но поверьте, это далеко не так. Несмотря на отсутствие яда, это создание может устроить вам настоящий ад при встрече. Зеленые анаконды достигают таких размеров, что кровь стынет в жилах, до 9 метров в длину и весом до 250 килограммов. Представьте себе, диаметр ее тела почти 30 сантиметров. Настоящие гиганты среди змей, согласитесь. При таких габаритах становится ясно, что чтобы насытиться, ей понадобился бы банкет из нескольких человек. Хотя в фильмах ее тягу к человечине немного преувеличивают, в реальности ей безразлично, что есть. Обычно она предпочитает более традиционные блюда. Птиц, оленей, свиней, ягуаров, черепах. Она обвивает свою жертву, душит ее, а затем целиком заглатывает, словно надевая на себя чехол. Бррр. Мурашки по коже. Но самое удивительное, между своими обильными приемами пищи анаконда делает огромные перерывы. Эти змеи могут спокойно отдыхать и не есть неделями или даже месяцами. Вот бы мне так же. А помните, я обещал дракона или динозавра? Знакомьтесь, это матамата бахромчатая черепаха, если говорить научным языком. У нее длинная, как у дракона, шея и огромная пасть, которая проглатывает рыбу целиком. Матамата – беспощадный хищник, защищенный прочным панцирем. Помимо зубов и длинной шеи, она имеет особые кожные лоскуты, которые помогают улавливать малейшие движения вокруг нее. Лежит неподвижно, словно камень, но всегда точно знает, кто и где находится поблизости. Как только добыча оказывается рядом, она мгновенно хватает ее и проглатывает, будто ничего не произошло. Иногда матамата поднимает голову к поверхности, и тогда из воды торчит длинный хобот с 2 ноздрями. Обитает эта черепаха в стоячих водах и охотится не только на рыбу. Она не прочь полакомиться и птицами, которые скользят по водной глади. А знаете, сколько лет этим удивительным существам? Ученые говорят, что около 12 миллионов лет. Фактически она действительно жила с динозаврами. Ну и самая странная встреча. Представьте себе, в 2019 году прямо в устье реки Амазонки среди мангровых деревьев и кустарников находят тело горбатого кита. Это существо обнаружили благодаря стервятникам, которые, видимо, сразу почуяли что-то неладное. Ученые выдвинули 2 версии того, как кит оказался в таком необычном месте. По первой версии, сильные приливные волны могли выбросить его на берег, когда он плыл недалеко от побережья. Запутавшись в джунглях, кит не смог вернуться в воду. Несмотря на свои размеры, это был малыш, которому едва исполнился 1 год. Похоже, он отстал от матери и не смог присоединиться к миграции своих сородичей у берегов Антарктиды. Биологов удивило и то, что кит появился у северных берегов Бразилии в зимний период, ведь обычно они проплывают здесь с июля по ноябрь. В
Вторая версия предполагает, что причиной смерти кита в океане могло стать загрязнение пластиком, и уже мертвое тело выбросило волнами на берег. Экологические СМИ даже сообщали, что его брюшная полость была заполнена человеческими отходами. Но так ли это на самом деле, в официальных отчетах не указано. Ученые также не исключают возможность столкновения с судном или запутывания в сетях браконьеров. А что вы думаете? Какая версия более близка к правде? Пишите в комментариях и обязательно подписывайтесь на канал. И да, если вы любите интересные истории, умеете писать сценарии, монтировать или озвучивать видео, то переходите в Telegram-бот по ссылке в описании, буду рад сотрудничать. Спасибо за просмотр.